Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о пальмах. Что мы знаем о них? Услышав слово «пальма», многие сразу представляют океанский пляж, теплый песок и стройные стволы с раскидистыми листьями, где качаются кокосы. А в кокосах молоко, райское наслаждение. Другие вспомнят финиковую пальму, щедро одаряющие сладкими плодами. А кто-то думает, что на пальмах растут бананы. Да и пальмы встречаются не только на далеких островах. Их можно увидеть и ближе. В Крыму, Сочи, Абхазии, Грузии, по всему Средиземноморью и Каспию. И не только. Да только кокосов и фиников на них не видно. А тем более бананов. А может, им климат не подходит? Да и как они туда попали? А возможно, из этих пальм масло пальмовое готовят. Но скорее всего они там для красоты. Как у некоторых они дома, в обычной квартире, вместо фикуса. Вот, пожалуй, и все. А хотелось бы больше узнать интересной информации об этом удивительном растении. Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о пальмах поподробнее. Поехали! Семейство пальмовые или орековые – одно из древнейших семейств цветковых растений. И оно огромное. Оно объединяет около 2500 видов, сгруппированных примерно в 180 родов. Все пальмы относятся к классу однодольных растений. Однодольные – одна из двух великих ветвей цветковых растений. Их главное отличие видно уже в зародыше. У них всего одна семядоля, тогда как у двудольных – две. У однодольных особое строение стебля. Пальмы растут совсем не так, как большинство привычных нам деревьев. У них нет вторичного утолщения ствола, которое у дуба или сосны создает годичные кольца. Поэтому пальма не наращивает древесину слоями. Ее ствол формируется сразу, почти готовым, а затем вытягивается вверх, оставаясь примерно одинаковой толщины всю жизнь. Их корневая система мочковатая, без главного корня. Листья чаще узкие, с параллельными или дуговыми жилками. Цветки устроены по принципу тройки. 3 лепестка, 3 чаши листика, кратные 3 тычинки. К этой группе относятся злаки, пшеница, рис, кукуруза. Также относятся орхидеи. А бананы, например, это травы и семейство муссовые. Они относятся к однодольным, как и пальмы, но это совсем другая ветвь. Поэтому бананы на пальмах не растут. Рост начинается с розетки листьев у основания. Молодое растение выглядит как пучок огромных перьев или вееров, собранных в одну точку. Постепенно листья становятся все крупнее, и когда пальма накопит достаточно сил, из центра розетки поднимается настоящий ствол. У некоторых видов он появляется через несколько лет, у других спустя десятилетия. Ствол пальмы устроен как плотный пучок волокон, пронизанных сосудистыми пучками. Это делает его гибким и одновременно прочным. Благодаря такой структуре пальмы выдерживают ураганы, сгибаясь под ветром, но почти не ломаясь. Листья тоже играют важную роль. Их форма и расположение позволяет ветру проходить сквозь крону и не упираться в нее как в парус. Многие листья в ураган просто отрываются, уменьшая сопротивление и спасая дерево. Получается хитрая стратегия. Пальма не борется со стихией, а уступает ей, сохраняя при этом самую ценную часть – живую точку роста на вершине ствола. На верхушке ствола всегда располагается точка роста, скрытая в короне листьев. Если она повреждена, пальма погибает, ведь другой почки у нее нет. Поэтому даже старые пальмы сохраняют один главный ствол, они ветвятся как дубы. Цветение и плодоношение у пальм зависят от вида. Одни плодоносят ежегодно, как кокос или финиковая пальма. Другие копят силы десятилетиями и цветут лишь раз в жизни. Пальмы в большинстве случаев двудомные, то есть существуют отдельные мужские и женские растения. У финиковой пальмы, например, это правило работает строго. Мужские деревья образуют соцветия с тычинкой и пыльцой. Женские деревья дают цветки с пестиками и могут развивать плоды, финики, но только если их опылили пыльцой от мужской пальмы. В природе все происходит с помощью ветра или насекомых, но в земледелии крестьяне тысячи лет вручную опыляли женские деревья, чтобы быть уверенными в урожае. Есть, правда, исключения среди пальм. Некоторые виды однодомные, и мужские и женские цветки на одном дереве, например, кокосовая пальма или масличная. Пальмы размножаются в основном семенами. Их плоды – это орехи, ягоды или костянки, внутри которых спрятано одно крупное семя, например, кокос или финик. Созревшие плоды
плоды разносятся водой, ветром, животными или человеком. Семя прорастает, выпуская корень и молодой побег. Некоторые виды способны к вегетативному размножению, образуют отпрыски у основания ствола. Эти отпрыски можно отделить и пересадить. Таким образом, пальмы используют оба способа – половое семенами и вегетативное отпрысками. Но главный путь для большинства видов именно семенной. Пальмовые делятся на 5 крупных подсемейств – орековые, каламусовые, карифовые, цероксиловые и ниповые. Видов действительно очень много, но мы возьмем из каждого семейства по несколько видов. Тем самым у нас сложится картинка о том, какие бывают пальмы. И самое крупное подсемейство – это орековые. Оно объединяет более 100 родов и свыше 1300 видов, то есть более половины всех пальм на планете. Именно в этой группе сосредоточены виды, которые сыграли огромную роль и в природе, и в жизни человека. Кокосовая пальма – один из символов тропиков. Ее плоды, как шарики-кораблики, могут месяцами плыть по океану, сохраняя жизнь внутри твердой оболочки. Так кокос расселился по побережьям Азии, Африки и далеким атоллам. Из его белой мякоти добывают масло и молоко, из грубых волокон плетут веревки, маты, а листья служат крышей и топливом. Даже ствол идет в дело, превращаясь в доски. Пальма кормит, поет и защищает человека веками. Но больше всех любят кокосы пальмовый вор. Пальмовый вор или кокосовый краб – настоящий великан среди сухопутных ракообразных и самый большой наземный членистоногий в мире. Его длина с вытянутыми лапами может превышать метр, а вес достигать 4-5 килограммов. Но прославился он вовсе не размерами, а аппетитом, особенно кокосом. Этот краб способен карабкаться на пальмы, отрывать плоды и сбрасывать их вниз. Затем, работая мощными клешнями, он раскалывает твердую скорлупу, добираясь до сладкой мякоти. В его рацион входят и другие плоды – падаль, мелкие животные, но именно кокосы – любимое лакомство. Пальмового вора можно встретить на островах Индийского и Тихого океанов, где нет крупных хищников, и он живет десятки лет. Несмотря на устрашающий вид, для человека он не опасен, но стоит держать руки подальше от его клешней. Их сила такова, что ими легко перекусить палку или треснуть кокос пополам. А мы переходим к пальме, плоды которой человечество любило с давних пор. Финиковая пальма или финик пальчатый – одно из древнейших культурных растений человечества. Его родина, вероятно, лежит между Северо-Восточной Африкой и Месопотамией. На Ближнем Востоке финики возделывают уже около 6000 лет. Этот плод упоминается в египетских папирусах, ассирийских барельефах и библейских текстах. Финик изменил историю. Он позволил людям селиться в пустынях, обеспечивая пищей, энергией целые цивилизации. Финиковая пальма может вырастать до 25 метров и жить более 150 лет. Она формирует крепкий ствол и веерные листья длиной до 5 метров. Плоды почти на 2/3 состоят из сахара, поэтому всегда были важнейшим элементом кухни Ближнего Востока. Египет и сейчас остается мировым лидером. Там растут около 15 миллионов пальм, дающих свыше 1 миллиона тонн урожая в год. А в 2005 году в Масаде нашли 2000-летние косточки финика. Одно семя проросло, дав мужскую пальму, названную Мафусаилом. Сегодня она жива, цветет и дает пыльцу. Ученые дождались, пока Мафусаил зацвел, и тогда его пыльцу собрали и использовали для опыления других древних пальм, выращенных из археологических семян. В частности, его скрестили с женским экземпляром по имени Ханна. В итоге получились плоды, финики которых мир не видел почти 2000 лет. Орековая пальма невероятно стройна для дерева, способного вырасти до 30 метров в высоту, а горизонтальные полосы, следы отпавших листьев, которые часто видны на ее стволе, делают ее похожей на башню из поставленных друг на друга дисков. Другое название орековой пальмы – бетелевая. Каждый из насыщенно оранжевых плодов в щедрых гроздях содержит семя размером с крупный мускатный орех.
Именно ради этих бетельных орехов, а точнее содержащихся в них наркотиков, бетелевые пальмы возделывают на плантациях по всей тропической Азии, от Индии до Фиджи. Ежегодное мировое производство семян превышает 1 миллион тонн, из которых 2/3 приходится на Индию. Сейчас потребление семян этой пальмы продолжает расти разве что в Индии, а в других странах постепенно снижается. Причина отчасти в обнаруженной связи с различными видами рака, а отчасти по иронии в том, что их вытесняет табак, который более напористо рекламируют. Кто-то спросит, а из какой пальмы масло делают? И говорят, оно вредное. Так ли это? Наш разговор пойдет о африканской масличной пальме, или элейсе. Это одно из удивительных растений тропической Африки и одновременно одна из самых значимых культур в мировой экономике. В природе она вырастает в прибрежных лесах, особенно в бассейне Нижнего Конго, достигая 20-30 метров в высоту. Ее культурные формы ниже, но куда продуктивнее. Живет пальма до 100 лет, ежегодно наращивая новые перистые листья с колючими черешками и создавая густую зеленую крону. Главная ценность элейса – плоды. Они ярко-красные, мясистые, собранные крупными гроздьями. В их мякоти содержится густое оранжевое масло, богатое каротином, а в семенах твердое белое масло, известное как пальма ядровая. Это растение – рекордсмен по урожайности. С 1 гектара плантации можно получить больше жира, чем с любых других масличных культур. Именно поэтому масличная пальма стала основой для огромного количества продуктов. От пищевых масел и маргарина до косметики, мыла и даже биотоплива. Пальмовое масло – один из самых популярных жиров в мире, но его вред связан с особенностями состава и переработки. В нем много насыщенных жиров, которые при избытке повышают уровень плохого холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней. Хоть холестерин и содержится только в продуктах животного происхождения, мясо, молоко, яйца и растительные масла, включая пальмового, холестерина не имеют. Проблема в другом. У него действительно высокая доля насыщенных жиров, примерно половина всех липидов. А вот насыщенные жирные кислоты влияют на работу печени. Они подталкивают ее синтезировать больше холестерина. В результате в крови повышается уровень липопротеинов низкой плотности, того самого плохого холестерина, который участвует в образовании бляшек в сосудах. Также при промышленном нагреве образуются глицидиловые эфиры, потенциально канцерогенные соединения. И масло очень калорийное, и его скрытое присутствие в печенье, конфетах, готовых блюдах способствует ожирению. Но эта пальма важна не только для человека, страдающего от избыточного веса. Ее плоды служат пищей множеству животных. Так в прибрежных зарослях высоких масличных пальм элейс обитает необычная птица – ангольский пальмовый гриф. На первый взгляд он похож на типичного хищника. Крепкие когти, крючковатый клюв, зоркий взгляд. Кажется, что добычей ему должны быть только рыба, змеи или крабы, которые он и правда умеет ловить. Но у этого грифа есть особая слабость, которая делает его уникальным среди пернатых падальщиков и орлов. Он страстно любит плоды элейса. Ярко-красные ягоды пальмы манят его сильнее любой добычи. Птица садится на ветку или на камень у воды, берет плод в когти и начинает осторожно отрывать куски мякоти. Для грифа это изысканное лакомство, без которого он не может представить свою жизнь. Ученые отмечают, что ареалы ангольского пальмового грифа и масличной пальмы почти полностью совпадают, как будто птица и дерево связаны неразрывной нитью. Пальма дает плоды, а гриф становится ее вечным спутником. Даже спустя годы он помнит вкус маслянистой мякоти и возвращается к этим деревьям снова и снова. В экологии тропиков элейс – источник жиров и энергии, а в культуре человечества – символ богатства и одновременно экологических противоречий. Плантации приносят прибыль, но вытесняют другие леса и их обитателей. А мы вкратце еще посмотрим на интересных орековых. Асаи пальма из Амазонии сегодня известна благодаря ягодам асаи, ставшим модным суперфудом. Но для местных жителей она была важна всегда. Из ее древесины строили дома и мосты, а листьями крыли крыши. Пеши, колючая пальма, окультуренная индейцами еще до Колумба. Ее питательные плоды варят, сушат, делают муку. Это пример домашней пальмы, выращиваемой ради еды. Чилийская винная пальма отличается колоссальной толщиной ствола, до 1,5 метра, и
из ее сока варят сладкий сироп, а сама она символизирует выносливость пальм в суровом климате. Сагуарис или кокос бабасу – высокая южноамериканская пальма с раскидистой кроной и длинными перистыми листьями. Ее крупные плоды собраны в гроздья, под твердой оболочкой скрывается белая питательная мякоть. Орехи служат пищей животным, а сама пальма формирует густые заросли в тропических лесах Бразилии. Королевские пальмы. Их стволы и кроны стали украшением городских улиц и парков, создавая тропический образ в самых разных уголках Земли. Кариота – род пальм семейства орековых. Отличительная особенность – оригинальное строение листовой пластины, асимметричные, косо-клиновидные, с усеченной верхушкой и напоминают рыбий хвост. А есть пальма – лисий хвост, открытая в Северной Австралии в конце 70-х годов прошлого века. Их кроны из перистых листьев длиной до 2-3 метров, которые по форме напоминают хвост лисицы, за что растение получило свое название. Листья сильно разветвлены, состоят из множества узких лентообразных сегментов. Таким образом, орековые – это и кокосы океанских островов, и финики пустынь, и осаи Амазонии, и винная пальма Чили. Их разнообразие поражает, от культурных растений, изменивших историю человечества, до декоративных форм, ставших символами тропического рая. Благодаря им пальмы стали украшением природы, а как, например, с финиковой – одно из важнейших опор цивилизации. А мы переходим к другому большому подсемейству. Это каламусовые. Это подсемейство пальм, совершенно не похожих на привычные стройные силуэты кокосов или фиников. Они редко поднимаются ввысь гордым одиночным стволом. Их стратегия иная. Вместо того, чтобы тянуться к небу, каламусовые превращаются в гибкие шипастые лианы. Они оплетают деревья и создают зеленые лабиринты. В это подсемейство входит около 21 рода и примерно 600 видов, главным образом обитающих в Африке и Азии. Самые известные представители – это ротанговые пальмы. Их побеги могут достигать длины 200 метров, и они одни из рекордсменов среди лиан. Ротанг – слово, знакомое каждому, кто видел плетеные кресла, корзины или столы. Но в ботанике такого термина нет. Это хозяйственное имя гибких стеблей, вьющихся ротанговых пальм. Их главное сырье дают именно каламусы. Эти лианы могут тянуться на десятки метров, взбираясь в кроны тропического леса. Секрет подъема в вооруженных шипами листьев и даже в цветах. Соцветия каламусов – одни из самых сложных в растительном мире, а отдельные их ветви вообще стерильны и служат не для размножения, а как крючья, цепляясь за ветви и стволы. Гибкие, но прочные, эти стебли веками ценились человеком. Из них плели мебель, перегородки, утварь. Не менее впечатляет рафия, африканская пальма с самыми длинными листьями среди всех растений планеты. Каждый лист может вырастать до 25 метров. Эти гигантские перья свисают над болотами и реками. Из волокон рафии делают ткань, мешковину, веревки, а ее листья идут на кровлю домов. У многих видов цветение монокарпическое, один раз за жизнь, после чего растение погибает. Саговые пальмы. Эти пальмы растут в Новой Гвинее, на Малукских островах и в Юго-Восточной Азии. В отличие от кокосовой или финиковой, ценность ее не в плодах, а в самом стволе. Внутри ствол заполнен рыхлой сердцевиной, богатой крахмалом. Когда пальма достигает зрелости, примерно 10-15 лет, ее срубают, ствол распиливают и вымывают крахмал из сердцевины. После отстаивания получают белый порошок – сага, один из главных традиционных продуктов в Индонезии, Папуа и на Филиппинах. Из сагового крахмала делают каши, лепешки, лапшу и даже десерты. В голодные времена он спасал целые народы. Недаром сага-пальму называют хлебным деревом тропиков. Особое место занимает Димоноропс. Из его плодов добывают знаменитую смолу драконову кровь – густое красное вещество, которое в древности использовали как краситель или лекарства. А это подсемейство карифовые, одно из крупнейших подсемейств пальм, насчитывающее около 40 родов и примерно 500 видов. Их легко узнать по характерным веерным листьям, в отличие от орековых с их перистыми перьями.
Карифа или зонтичная пальма, она же талипота, гигант из Южной Азии, с белесым стволом до 25 метров и огромными веерными листьями. Дерево-рекордсмен с самым крупным соцветием на планете. В возрасте 50-70 лет оно выпускает гигантскую пирамиду из белых цветов высотой до 7 метров. После цветения плодоношения талипота умирает. Ее жизнь завершается этим грандиозным финалом. Именно ее именем названо все подсемейство. А само подсемейство разнообразно. Сюда входят и гиганты тропиков, и скромные небольшие засушливых мест, и декоративные виды, украшающие города. Не менее примечательна дум-пальма, обитающая в долинах Нила. В отличие от большинства своих родственников, она умеет естественно ветвиться. Ее крона напоминает разлапистое дерево. Ее плоды, думовые орехи, сладковатые и съедобные, а сама пальма веками давала тень и пищу жителям пустыни. А на Черноморском побережье и на берегах Каспийского моря чаще всего высаживают трахикарпус. Это и есть та самая морозостойкая пальма, которая может спокойно зимовать без теплиц. Морозостойкость делает ее исключением среди пальм. Эта пальма сумела выйти за пределами привычных тропиков с помощью человека и обосноваться в гораздо более прохладных краях. В отличие от большинства своих теплолюбивых родственниц, она переносит морозы до минус 15, а при укрытии еще ниже. Именно поэтому ее можно увидеть не только на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму, но и в Альпах, где она украшает южные склоны. Эта пальма сравнительно невысокая, до 15 метров, с тонким стволом, покрытым остатками волокнистых черешков листьев. Ее веерные темно-зеленые листья создают характерную корону, которая красиво контрастирует с суровыми горами или зимним садом. Также наряду с трахикарпусом можно встретить и Вашингтонии. Вашингтонии – символ американского запада и улиц Калифорнии. Их тонкие стволы и пышные кроны давно стали элементом городского пейзажа, хотя родом они из пустынных оазисов Мексики и юга США. А многие, видя в парках или в катках вот такую мини-пальму, принимают ее за настоящую. Но это вовсе не пальма, а юкка. Она принадлежит к семейству агавовых и ближе к лилиям, чем к пальмам. У юкки жесткие мечевидные листья, собранные в розетку, и со временем формируется утолщенный ствол, который придает ей пальмовый вид. А это сабаль, или сиреноя ползучая, или пальметта, низкорослая веерная пальма, обитающая на юго-востоке США, главным образом во Флориде. Ее стелющийся или слегка приподнятый ствол часто скрыт под песком, а листья образуют плотные заросли. Растение крайне долговечно, живет столетиями и выдерживает засуху, соленый бриз и ураганы. Летом зацветает мелкими желтыми цветками, а осенью приносит синие или черные плоды, богатые жирными кислотами и фитостеринами. Эти ягоды издавна использовались коренными народами как пища или лекарство. Сегодня экстракт пальметта известен в фитотерапии, а сами заросли как важное убежище дикой природы. А мы перенесемся на Сейшелы. В 17 веке европейские моряки рассказывали о странных деревянных плодах, плавающих в Индийском океане. Их форма напоминала женское тело. Эти находки приняли за кокосы, растущие на дне моря, и назвали коко-де-мер – морской кокос. Орехи были редки, считались сильнейшим афродизиаком и противоядием, а потому стоили целое состояние. В Ост-Индии простым людям запрещалось ими владеть, а в середине 18 века цена одного ореха достигала 400 фунтов. Лишь позже выяснилось, что они происходят с Сейшельских островов, где их почитали в местных культах. Сегодня коко-де-мер встречается только на нескольких островах. Здесь сохранились несколько тысяч деревьев. Пальма живет до 800 лет и вырастает до 30 метров. Вид двудомный. Мужские растения образуют самые крупные соцветия в мире, метра длиной, покрытые тысячами желтых цветов. У женских деревьев распускаются огромные цветки и формируются плоды в зеленой оболочке. Каждый орех содержит гигантское семя, самое тяжелое в мире, весом до 30 килограммов.
Прорастает оно медленно. Спустя полгода после падения из него появляется длинный, похожий на канат росток. Он сначала тянется горизонтально под землей на несколько метров, чтобы отойти от материнского дерева, и лишь затем выпускает побег и корни. Кокодемер остается символом Сейшел и объектом строгой охраны. Особняком стоит бисмаркия благородная с Мадагаскара. Ее огромные листья окрашены в голубовато-серый оттенок, и это одна из самых эффектных декоративных пальм в мире. Не забыта и коперния, источник карнаубского воска, который добывают из ее листьев. Этот воск используется в полиролях, косметике, бумаге и даже в кулинарии. Брахея – род веерных пальм из Мексики и Центральной Америки. Отличается жесткими сизыми листьями и устойчивостью к засухам. Наиболее известна брахея синеватая, синяя пальма Нижней Калифорнии с эффектной серебристой кроной, ставшая одной из самых декоративных пустынных пальм мира. А мы рассмотрим еще одно подсемейство. Это цероксиловые или восковые пальмы. Пожалуй, самое изящное и таинственное подсемейство в семействе пальмовых. В отличие от орековых, которые кормят мир, и каламусовых, которые запутывают джунгли лианами, цероксиловые известны своей утонченной красотой и умением выживать там, где пальм, казалось бы, быть не может – в горах. Цероксиловые включают всего 7 родов и около 50 видов, но каждый из них уникален. Главное отличие – стволы, покрытые светлым восковым налетом, словно обеленные облаками. Этот слой отражает солнечный свет и защищает растения от перепадов температуры и насекомых. У некоторых видов стволы выглядят так, будто их побелили. Именно в этом подсемействе встречаются пальмы, поднимающиеся на рекордные высоты. В Андах они растут до 3500 метров над уровнем моря, соседствуя с облаками и конденсатом туманов. Это самые высокогорные пальмы планеты. Восковая пальма Квиндио – национальное дерево Колумбии и самая высокая пальма в мире. Ее ствол достигает 60 метров при диаметре всего полметра. Рощи этих пальм возвышаются над туманными долинами, создавая неземные пейзажи. А у нас осталось только самое маленькое и древнее подсемейство пальм. Это ниповые. В нем сохранился лишь один род – нипа, и один современный вид – нипа фруктовая. Сегодня это реликт, обитающий в приливных болотах Юго-Восточной Азии, где образуют густые заросли вдоль эстуариев и мангров. В меловом периоде более 60 миллионов лет назад ниповые были широко распространены и покрывали огромные территории по всему миру. Окаменелости встречаются в Европе, Америке и Австралии, напоминая о древнем расцвете группы. И на данный момент пальмы представляют собой одно из самых узнаваемых семейств растений, да и к тому же важнейший экологический и экономический ресурс для многих регионов мира. Эти древние растения, являющиеся символами тропиков и субтропиков, играют ключевую роль в формировании ландшафтов и поддержании жизни местных экосистем. Их практическая ценность огромна, они служат источниками пищи, кокосы, финики, масла, строительных материалов, топлива, сырья для текстильной и других отраслей промышленности. Кроме того, пальмы имеют огромное культурное и эстетическое значение, украшая города и курорты. Однако сегодня многие виды пальм оказались под серьезной угрозой. Изменение климата и деятельность человека нарушают привычные ритмы. Конечно, это не касается масличной пальмы, ради плантаций которой массово вырубаются другие виды. Особенно уязвимы реликтовые эндемичные пальмы, сейшельская, нипа фруктовая, редкие виды на Карибах и в Тихом океане. Утрата даже одного такого вида означает исчезновение целой экосистемы, ведь вместе с пальмами пропадают животные, зависящие от их плодов, листвы и стволов. Поэтому сохранение разнообразия пальм становится важнейшей задачей. Оно требует охраны природных лесов, создания заповедников, работы ботанических садов и программ по сохранению семян. Пальмы – важнейший компонент экосистем, источник пищи и сырья для многих культур. Их уникальная красота и многообразие делают их неотъемлемой частью природного и культурного наследия планеты. Независимо от того, где вы их встретите – на пляже, в саду или дома в квартире, пальмы всегда будут напоминанием о тепле, отдыхе и экзотике. Это живые символы тропиков. Пальмы
Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.